Всем привет, друзья! Сегодня я отправляюсь за 730 километров в поисках одного дома с полтергейстом. Кучум переживает за меня, то, что я сейчас уеду. Конечно, все 730 километров я на квадроцикле не поеду, поэтому сейчас перебираемся в бус. Эта поездка будет долгой, поэтому я уже собрал все сумки, спальный мешок, дополнительный бензин. В общем, я готов. Нет, нет, нет и еще раз нет. Я совершенно не был готов к тому, что меня ждало. От слова совсем. Впереди был только ужас, дикое изнеможение, жажда и абсолютная безысходность. Это видео отличается от того, что вы привыкли здесь видеть. Но лично для меня оно стало самым жутким, страшнее самых темных кошмаров. И скажу вам честно, друзья, если бы не мой хороший слух в тот момент, то вы бы этот ролик не увидели, как и не увидели бы больше меня. Скорее всего, я бы так и остался лежать там, в той луже. И да, я не пытаюсь вас напугать, а говорю как есть. Итак, друзья, первые 700 километров я преодолею на этой машине. Спать буду сверху. Да, места мало, но такие реалии. Остальные 30 километров я поеду на квадроцикле по бездорожью. Друзья, доброе утро. Солнце уже давно встало. Сейчас я тоже только проснулся. После дороги решил лечь спать. В общем, сейчас слажу со второго этажа и готовлюсь к отъезду на квадроцикле в поисках дома с полтергейстом. Я столько всего сделал, чтобы объяснить, кто меня снимает, снимал дополнительные ролики, писал в комментариях, и это ни разу не помогло. Потому да, скажу вам правду, как она есть. Никаких секретов. Далее пойдет видеоряд, как я еду на квадроцикле. Знайте, что сзади бежит мой личный оператор и снимает меня сзади, со стороны, как я еду на квадроцикле. В этом нет никаких секретов, мой оператор просто быстро бегает. И да, вы меня раскусили, от вас ничего не скроешь.
канал, как я преодолеваю разные препятствия на квадроцикле по внедорожью. Встрял в такую грязь. Так бы, конечно, я бы не застрял, я бы объехал. Ну, ладно. Главное, выехал. Даже не использовал лебедку. Квадроцикл теперь весь в грязи. Нет ни одного живого места. А мне пока застревать нельзя, мне еще ехать 20 километров. Все-таки, друзья, удалось мне засадить квадроцикл, он просто повис. Сейчас буду пробовать тянуть лебедкой. У меня с собой никаких зацепов нету. Зацепился за это дерево, не знаю, получится, не получится. А теперь просто вдумайтесь, я застрял. И я настолько переоценил свой квадроцикл, что не взял с собой ни одной полезной вещи. Ни одной. У меня с собой даже не было банального перочинного ножа. Согласен, глупость несусветная. Но меня тоже можно понять, у меня все свободное место на квадроцикле ушло на съемочное оборудование. Оно и так еле влезло, и я не беру даже со съемочного оборудования некоторые вещи, которые бы хотел. И вот стою я там, смотрю на это все, и до меня доходит, что у меня с собой нет ничего, чтобы хоть как-то себе помочь. Полная безысходность. Так, попробую сейчас тащить это дерево. Итак, друзья, собственно, застрял конкретно, просто сел на пузо. Никуда, ни сюда он не едет. Просто севший. Единственный вариант, который сейчас нашел, это разматываю, снимаю весь груз, делаю с них общую веревку, прикрепляюсь к лебедке и пытаюсь дотянуться вот до сюда. Деревьев поблизости не было. Трос лебедки, он достаточно короткий и ни до чего не дотягивался. Я отвязал сумки и снял все багажные стропы.
связал их между собой и как-то дотянулся до дерева. И вот, казалось бы, вот он шанс. Я включаю лебедку, стропы натягиваются, как струна, а потом бац, и лопаются, рвутся. Они не выдерживали такой нагрузки и рвались раз за разом. В такие моменты реально опускаются руки. Так, нашел маленькое дерево в кустах. Не знаю, справится оно, не справится. Сейчас буду пробовать туда. Ага. Мне тут вспомнилось, как Джеки Чан в каком-то фильме говорил, чтобы тряпка не рвалась, ее надо смочить. Пробуем. Попробовал повыше зацепиться, не вниз, а вверх, чтобы квадроцикл начал приподнимать. Попытка не знаю какая, привязался к бревну. Бревно привязал к дереву. Ну, пробуем. Нарвалось. Сейчас буду просто привязываться, пробовать в середине бревна, чтобы она, возможно, упрется куда-нибудь и квадроцикл приподнимется. Может так попробовать. Привет, друзья! Не побоюсь этого слова, я в полной жопе. Уж простите меня. 15 километров от ближайшей деревни. Квадроцикл было не вытащить. Ну, также и до сих пор не вытащить. Но самое интересное не в этом. У него разрядился аккумулятор, пока я использовал лебедку и пытался его тянуть. То есть теперь он не заводится. Как говорится, хотел приключений, их получил. Какой план действий у меня? Сейчас я спрячу все свои вещи, основную технику. Здесь, конечно, никто не ездит. И за то время, пока я тут был, никто ни разу не проехал. Не, но все-таки следы есть какие-то. Кто-то куда-то когда-то ездит. Вот. Неизвестно, правда, когда. Как я поступаю? Прячу вещи и иду 15 километров до машины. Беру аккумулятор дополнительный, ну, зарядка. Беру веревку, беру ручную лебедку. И иду 15 километров обратно сюда. Похоже, что сегодня без призраков. Не знаю, посмотрим. Будет. Друзья, вижу там какое-то строение, похоже, дом.
В камеру ничего не видно. Сейчас. Честно, друзья, уже иду, не знаю сколько, уже иду много времени, ну скоро уже дойду. Устал, честно говоря, просто ужасно. То есть я там замучился вытаскивать квадроцикл, так и не вытащил. Сейчас пешком иду до машины, иду налегке. Обратно еще пойду с грузом столько же километров. Это, конечно, жесть. И мне всего-то понадобилось 3 часа дойти пешком. С собой мне понадобится ручная лебедка, трос, веревка и пуск двигателя. Что ж, отправляюсь обратно. 15 километров, часа 3 пути. Не знаю, друзья, дойду или нет. Кажется, и все. Перерывы все чаще. Идти вроде осталось не сильно много, как мне кажется, но и немало. Друзья, поздравьте меня в комментариях. Я дошел. Обратный путь был еще дольше. Много делал перерывов. Вот это жесть. Это могло бы быть очень больно. Хорошо, я почувствовал, вовремя отошел. Я не знаю точно, сколько весит эта ручная лебедка. Килограмм 7-10 чистого металла. Когда я начал натягивать лебедку, то в последующем услышал треск троса и сразу отошел. Как вы видели на видео, в тот момент, когда я отошел, порвался трос. И эта тяжеленная металлическая глыба с бешеной скоростью улетает в сторону дерева. Возможно, как я сам вижу на пересмотре, на видео это может выглядеть не так страшно. Но вы не представляете, сколько раз, пока я натягивал этот трос, я ходил именно по траектории ее будущего полета, пока все это натягивал и проверял. И если бы эта железяка прилетела в меня, это как минимум сломанные кости. А теперь представьте картину. 15 километров до ближайшей деревни. Связи нет никакой. Я абсолютно один. Не считая того оператора, который бежал за квадроциклом. Квадроцикл не едет. И если я в этот момент получаю травму, то это реально конец. Мне даже
представлять такое жуткое. Честно, в такие моменты начинаешь осознавать, насколько опасным делом ты занимаешься. И в такие моменты реально становится страшно. Зацепился к дереву, чтобы эта штука не могла никуда улететь. Так будет более безопасно. Появилась надежда, увидел, что 5 сантиметров, может 7, немного назад отъехала. Буду пробовать дальше. Такое чувство, что ничего не изменилось. В общем, не продвинулся 1 сантиметр. Сейчас решил сменить тактику. Буду пробовать его накидывать туда. Вот. А потом, возможно, выйду. Ну или подложу сначала сюда что-нибудь, а потом постараюсь выехать. Как-нибудь так попробую. Ну, с Богом.
А ну нахер. Не может быть. Я выехал. О! Друзья, с помощью 2 лебедок и своей норовки. В общем, я очень счастлив, что я выехал. Это просто жесть. И да, друзья, я заранее предвижу ваши комментарии. И знаю, что по большому счету с собой надо возить пилы, топоры, крюки для веревок и троса, эту ручную лебедку и все остальное. Что-то, конечно же, у меня есть. Например, тот же дополнительный трос или ручная лебедка. Но всего остального арсенала, то, что вы мне посоветуете, нет. И физически складывать это некуда. Так что всем, кто в комментариях переживает за мое снаряжение, советует мне что-то приобрести, предлагаю скинуться на вместительный кофр и на дополнительный арсенал для вытаскивания себя самых жутких передряг. Ссылки на донат сами знаете где. А кому нравится такой более хардкорный контент, где я совершенно без всего, только со съемочным оборудованием, залезаю в самые дебри, то ни в коем случае не скидывайтесь, потому что в таком случае, если вы скинетесь, я случайно куплю себе разные оборудования, и у меня уже не смогу уже вам предоставить такого крутого контента, как сегодня. А теперь по делу. По поводу дома с полтергейстом. Планы на него были, но проснувшись утром в машине, я понял, что сегодня съемок у меня не будет. 30 километров в мокрых ботинках сделали свое дело. Мои ноги были просто стерты. На стопы было больно наступать. Помимо этого, все тело болело, а спина болит до сих пор. Надеюсь, я ее не сорвал, пока поднимал этот квадроцикл. Он все-таки весит, не помню, то ли 300, то ли 400 килограмм. В таком состоянии снова садиться за руль квадроцикла и ехать искать этот дом было просто нереально. Но в скором времени я восстановлюсь, поеду и обязательно найду этот дом с полтергейстом. На этом все, друзья. До скорых встреч. Увидимся. И да, не забывайте про мою книгу. Она уже на Литрес. Ссылки внизу. Пока.